Не секрет, что истинные калужата, жители Калуги, очень суровые и неприветливы, но этот стереотип развеивается, когда в руки попадает вот такое вот издание. Называется «Интересная Калуга». Оно бы, наверное, не попало ко мне в руки, если бы я не воспользовался услугами Калужского аэропорта, где на стойке информации есть такой путеводитель. И сейчас я о нем подробно расскажу. Интересная Калуга, рисованный путеводитель. Видно, что рисован в таком детском стиле, и от этого он еще более притягателен. На обложке памятник 60-летию Калуги, фонтан, рядом с этим памятником улица Смоленская, рампа для роллеров, скейтеров и прочей увлекающейся молодежи. Здесь видно, что протекает Ока. На развороте видно несколько слов о самом проекте и о Калуге. Исторических фактов здесь нет, здесь просто некоторые слова о тех людях, которые сделали этот буклет, и об их отношении к Калуге. Калуга – это город авторов, диджеев, дизайнеров и музыкантов. По крайней мере, в социальных сетях создается именно такое впечатление. Так оно и есть. Конечно, те, кто работает на производстве, они этот путеводитель не увидят никогда и не узнают, что он существует. Хотя издан он при поддержке Министерства экономического развития Калужской области и туристско-информационного центра Калужский край. Итак, содержание тоже очень красиво и приятно. Дальше. Пригородная зона Калуги. Мне бросилось в глаза, что на некоторых районах, микрорайонах поставлен крест. Поселок Молодежный, который находится за Северным, понятно. Его наш губернатор бывший бросил, и поэтому на нем можно поставить крест. Секиотово, видите, знак Марса. Видимо, там живут настоящие парни, настоящие ребята. Видно, что у нас есть аэропорт, одна из последних построек, действительно нужных городу. Ока, водохранилище, центр города. С чего начинается любой город? Правильно, с железнодорожного вокзала. Железнодорожный вокзал Калуга-1. В нем же находится автовокзал. Поезда стартуют в Москву, приезжают из Москвы. И потом здесь уже курсируют троллейбусы. И вот на этой точке стоят таксисты, которые бомбилы дерут втридорого, и услугами которых не нужно пользоваться. Тут показан самый впечатляющий вид на город. Это набережная Ячинского водохранилища, которая была недавно отреставрирована. Музей истории космонавтики, которым мы очень гордимся и считаем, что Калуга стала колыбелью космонавтики. Ракета «Восток» на страже Калуги и космоса. Инновационно-культурный центр, который построился года 4 назад. Кстати, в его строительстве я принимал участие. Сквер имени Волкова. Прекрасный сквер, но требует капитального ремонта, потому что сейчас там только плохое асфальтовое покрытие, плохой газон, практически его отсутствие. И его еще называют, этот сквер, долиной смерти или тропой Хошимина, потому что владельцы собачек очень любят там выгуливать своих псов, и поэтому не наступить в какашку достаточно сложно. Набережная, Гагаринский мост, памятник 600-летию Калуги, и улица Циолковского, где обозначен дом-музей нашего отца космонавтики. 2 страницы посвящены так называемой гантели. Сквер Мира и Площадь Победы. Сквер Мира – это начало гантели, а Площадь Победы – это ее окончание. Сквер Мира. Говорят, что один из красивейших скверов Калуги. Никому не верьте. Красивое здесь только вот шпиль вот этой ракеты и памятник Циолковскому. Все остальное на любителя. Арбитражный суд, здание с загадочной историей, дом музыки. На самом деле какой-то бывший костел. Улица Кирова, которая стоит постоянно в пробках. КФМГИ, где я учился. Площадь Победы, там, где возлагаются цветы к вечному огню, где сквер афганцев и где сейчас существует памятник Георгию Константиновичу Жукову. То есть 2 вот этих вот круглых сквера соединяются улицей Кирова, и это так называемая у нас гантеля. Историческая часть Калуги представлена набережной, городским парком, присутственными местами, гостиным двором, площадью Старый торг,
Почему-то здание областной администрации не обозначено, наверное, потому что бывший губернатор Анатолий Дмитриевич Артамонов обещал это здание отдать Бауманскому университету, но так и не отдал. Может быть, происходит переоформление прав собственности, о котором мы не знаем, и поэтому пока не нанесли разметку на это здание. Но областные парламентарии до сих пор там сидят и никуда двигаться не собираются. Так, дальше. Арочка, от которой считается где-то 160-180 километров от Москвы. Ну и в сторону Киева 600 километров. Каменный мост очень красив, но его нужно смотреть не отсюда, где ходят троллейбусы, а нужно смотреть из оврага. А овраг у нас такое криминогенное место, поэтому туда мало кто спускается. На этом развороте у нас улица Театральная и окрестности, и улица Воскресенская. Театральная улица. Театр и Театральная площадь. Говорят, что Театральная улица у нас единственная пешеходная. Не верьте никому. Часть ее пешеходная, все остальное также едет автомобили. Куцый небольшой отрезочек. Здесь гирлянды, торговля в праздники, памятник Циолковскому, который стоит на велосипеде и взирает в небо. Улица Воскресенская, древняя улица. Здесь у нас Калужский дворец бракосочетания на переулке Старичкова и Воскресенского пересечения. Здание красивое. На Воскресенске памятно мне общежитие, в котором я жил, семейное. Ну и корпус педуниверситета, не знаю, там сейчас есть оно или нет. Дом мастеров, о котором я говорил, здесь он представлен только с заднего торца. И сквер молодоженов, пустырь здесь был. Теперь здесь благоустроено, все красиво, с фонтанчиками. На этом развороте у нас представлены все музеи Калуги. Гордость Калуги. Государственный музей истории и космонавтики имени Константина Эдуардовича Циолковского, улица Королева, 2. Калужский музей изобразительных искусств, дом мастеров, дом Слесаревых. Очень классное здание, деревянное, с необычной архитектурой. Советую гостям его посетить. Усадьба Золотаревых – это наш краеведческий музей, находится на улице Пушкина, 14. А дом Батенькова, улица Суворова, 42 – это дом войны 1812 года, дом-музей. Дом ремесла и архитектуры и быта Кирова, 45/16. Интересное здание, но не придают ему значения большого. Информационно-образовательный выставочный центр Калужского музея изобразительных искусств, дом Игнатова. Когда я там был последний раз, года 2 или 3 назад, там проводились работы, реконструкция, сейчас, возможно, что-то уже и функционирует. Дом-музей Чижевского, не был в нем ни разу, но говорят, что адептам Чижевского посетить его, наверное, стоит. И дом-музей Циолковского, о котором я упоминал ранее. Переходим в раздел городских скульптур. Памятник Гоголю в парке Циолковского сделан достаточно недавно, 2014 год. Скульптура «Пионер» или «Мальчик без девочки. Золотая аллея середины 20 века». Странная штука. Фонтан «Золотая рыбка» в городском парке. Интересная картинка такая. Памятник Циолковскому во дворе Дома-музея. Памятник Чижевскому на стрелке улицы Ленина и Луначарского. Фонтан «Девушка с зонтиком». Памятник матери на правобережье, в скверике. Скульптура «Кот ученый» рядом с монументом 600-летия Калуги. Интересный памятник театральному зрителю. Девушка держит табличку «Есть ли лишний билетик» около драматического театра. «Греза о небе». Это скульптура посвящена Циолковскому, находится на Театральной. Скульптура «Встреча Королева и Циолковского» на перекрестке улиц Циолковского и Королева. Памятник Гагарину. А такой же памятник, по-моему, стоит в Этномире и в некоторых даже других городах. Видимо, Алексей Леонов, этот скульптор, продал эту идею в несколько мест. Скульптура городовой с собачкой на перекрестке Ленина и Кирова. И памятник ветерану на аллее перед площадью Победы. Жаль, что калужане любят в непристойных позах здесь фотографироваться. Существует так называемый словарь калужских терминов. Он опубликован на следующем развороте. Не вижу здесь никакого смысла в нем. В городе, это значит в центре. Воскресенская улица, это улица Воскресенка. Гантеля, я не говорил. Городской парк, парк культуры имени Отдыха, тоже о нем говорил.
Гостиный двор – это долгострой 18 и начала 19 века, который строился 40 лет. Это как музей космонавтики, вторая очередь, который тоже там может сейчас лет 10 строится, еще будет столько же строиться, учитывая то, что склон там уползает, и скоро этот музей тоже уползет. Каменный мост – интересное сооружение, единственное, которое вот стоит посетить. Уникальное мостовое сооружение 18 века, однако все туда ходят именно посмотреть его с моста. А надо бы смотреть его, конечно, из оврагов. Ячинское водохранилище, как говорится, море. Это искусственное сооружение, которое было образовано плотиной на реке Яченко. Раньше здесь функционировала грибная школа, а сейчас здесь просто калужане любят приходить, смотреть на воду. Ну, есть еще вейкбординг-станция. Собственно говоря, все. Это портал туристско-информационного центра Калужский край, visitkaluga.ru. Сайт тех ребят, которые нарисовали эту красоту. Надо сказать, что молодцы, очень здорово все. Видно, что Калуга находится здесь. Москва с этим вот аппендиксом приближается к Калужской области. Ну и пошли стрелочки на Минск, Беларусь и Киев, Украина. Не знаю, конечно, где можно раздобыть вот эту красоту, кроме как в Калужском аэропорту, но все, кто был в Калужском аэропорту, наверняка это видели, и никто об этом не рассказывает. Все знают, но никто не рассказывает. Это труд, реально, который нужен туристам, которые будут приезжать в Калужскую область, прилетать даже. Но пока, насколько я понимаю, это видят только те, кто улетает из Калуги, Сочи, Питер, Краснодар, Калининград, Ростов. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Те, кто решил посетить Калужскую область, спрашивайте на все вопросы, комментарии отвечу.